В один солнечный день красивый парень стоял на площади посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально, ни вмятинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим горд и просто сиял от счастья. Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь к парню: «Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим». Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, все в шрамах. В некоторых местах куски сердца были вынуты, и на их местах были вставлены другие, которые совсем не подходили. Некоторые края сердца были рваными. К тому же в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика. Да как он мог сказать, что его сердце красивее? Парень взглянул на старика и засмеялся. «Ты, возможно, шутишь, старик. Сравни свое сердце с моим. Мое идеально, а твое мешанина шрамов и слез». «Да», — ответил старик, — «твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри!» Каждый шрам на моем сердце — это человек, которому я отдал свою любовь. Я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь, свой кусок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. Но поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг другу, поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, потому что они напоминают мне о любви, которой мы делились. Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали мне свои, поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце. Когда ты отдаешь свою любовь, не всегда есть гарантия на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне напоминают о любви, которой я делился. И я надеюсь, что в один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. Теперь ты видишь, что означает истинная красота. Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его глаз текли слезы. Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него кусок. Дрожащими руками он протянул часть своего сердца старику. Старик взял его подарок и вставил в свое сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и вставил его в дыру, образовавшуюся в сердце молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали, а некоторые были рваными. Молодой человек посмотрел на свое сердце, уже не идеальное, но более красивое, чем оно было раньше, пока любовь старика не коснулась его, и они, обнявшись, пошли по дороге.